Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я покажу часть моей жизни, которую я раньше вам не показывал, а именно я буду сегодня освобождать животных вместе с моей женой и ее мамой. А почему мы это делаем, как мы это делаем, я вам об этом расскажу. Но в первую очередь не забудьте поставить лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Ну что, вы готовы? Поехали! Вот, мы только что приехали на рынок. Сейчас мы будем покупать здесь рыбу, разных крабов и тому подобное. Сначала нужно найти продавца, у которого мы будем покупать, потому что, конечно, нужно купить живых животных, не мертвых. Подождите, давайте разберемся, откуда же пошло такое понятие, как освобождение животных. Все началось еще в Древнем Китае. Освобождение живых существ практиковалось, по крайней мере, с 3 века нашей эры. Предполагается, что изначально это была даосская или коренная китайская культурная практика. Согласно первой записи о ней в 3 веке нашей эры, до того, как она была перенята китайскими буддистами в 4 и 5 веке нашей эры. Впоследствии эта традиция укоренилась в Тибете, Японии, Вьетнаме и Тайване, а также других буддистских странах. В Японии она существует с 676 года, где называется ходжо-э. Хотя считается, что лучше освобождать животное спонтанно, но некоторые делают это запланированно. Мы же делаем это спонтанно, потому что мы не хотим, чтобы продавцы специально покупали больше животных, чтобы продать для нас. Поэтому каждый раз мы стараемся покупать у других продавцов. Каждый поход на рынок – это немного травмирующий опыт для нас, потому что нам очень тяжело смотреть на страдания животных, особенно зная, что мы не можем всех спасти. И каждый раз, когда мы начинаем покупать, продавцы со всего рынка сбегаются, чтобы предложить нам купить их животных, которые еще живые. Перед тем, как животное выпускают, его благословляют и говорят разные молитвы, которые часто посвящаются больным или умершим людям с верой в то, что это принесет им пользу. В этот раз мы молимся за нашу собаку Тому. В переносном смысле освобождение подразумевает не только освобождение животных, но и освобождение себя от таких негативных мыслей, как жадность, зависть, соперничество и ненависть, чтобы достичь внутренней свободы. Этот ритуал является ярким примером основного учения буддизма сострадания ко всем живым существам. В такие моменты, как Новый год, полнолуние 1 и 7 месяцев, или во время молитв за себя или своих близких, люди часто организуют выпуск на свободу птиц или рыб. Освобождение живых существ – это действие, которое выражает равное сострадание ко всем, и его цель – пробудить бодхичитту, то есть просветленный ум у живых существ, перед их освобождением, в надежде на то, что когда они умрут, они смогут переродиться людьми и стать буддистами. Поэтому даже если их снова поймают, они уже смогут переродиться в лучшем месте. Сегодня освобождение живых существ включает многие виды животных, включая птиц, рептилий, рыб и млекопитающих, и ежегодно охватывает сотни миллионов отдельных существ. Все больше признается, что освобождение животных может иметь негативные последствия для окружающей среды, в том числе стать путем для внедрения инвазивных видов в несвойственные им экосистемы.
Это со временем может привести к утрате биоразнообразия. Например, конкуренция с американскими красноухими черепахами, выпущенными в озера Китая, как сообщается, вызывает гибель местных черепах. Кроме того, некоторые животные ловятся с целью их последующего освобождения или выпускаются в среды, где они не могут выжить. Освобождение птиц на первый взгляд кажется добрым делом, но на самом деле оно способствует тому, что охотники начинают массово ловить птиц на праздники, невольно увеличивая количество убийств животных. Продавцы птиц для ритуала освобождения подрезают им крылья, ослабляя их, чтобы потом продать. Птиц ловят в ловушки, подрезают им перья, чтобы они не могли далеко улететь. Когда люди покупают птиц для освобождения, те, кто еще достаточно силен, едва могут взмахнуть крыльями и вернуться на прежнее место. Те же, кто уже обессилен, погибают на месте. Также, ловя птиц, они оставляют их птенцов без матерей, которые потом погибают. Однако мы искренне верим, если делать это ответственно, если знать, где ты покупаешь и от кого ты покупаешь животных и где ты их выпускаешь, то это может быть очень хорошее дело, потому что мы помогаем не только животным, мы также помогаем тем, кого мы любим, и, конечно, мы помогаем себе. Как я уже сказал, освобождая животных, мы освобождаем себя от этих негативных чувств, как жадность, зависть, ненависть. Все это уходит от нас, и остается только спокойствие. Каждый раз, когда мы выпускаем животных, мы видим, как они к нам возвращаются, плывут, говорят спасибо, прежде чем уплыть и никогда не вернуться. И это то чувство, которое в конце концов помогает тебе сохранить себя и продолжать делать это хорошее дело еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну вот и все. Сегодня прошло немножко хаотично, потому что мы пришли на рынок вроде бы не поздно, но, к счастью, уже другие рыбы были куплены, кто-то другой также выпустил их, поэтому у нас было не очень много животных для того, чтобы их сегодня освободить. Но, тем не менее, надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, оно было интересным, и, может быть, вы можете поделиться вашими опытами, когда-нибудь вы делали ли что-нибудь подобное, что вы думаете об этом. Я знаю, это очень противоречивая тема, и вы можете написать в комментариях, согласны вы с этим или не согласны, но это то, что я делаю, и это часть моей жизни. Спасибо всем за просмотр этого видео, особенно спасибо всем за поддержку, моим патронам, в особенности таким мега-патронам, как Джош, Джоэл, Джефф и Лиз. Спасибо вам огромное. Желаю вам хорошего дня, до скорого и пока-пока.